Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз. Февраль 2025 года. Первые вестники перемен. Ключевые события в вашей жизни. Давайте рассмотрим подсказки карт, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет, не передаст то, что вы чувствуете, или вашу личную жизнь, все составляющие. Но рассмотреть альтернативные варианты развития событий определенно стоит, и особенно в феврале. Почему? Потому что есть все же в нашей жизни что-то непознанное или необъяснимое. Кто-то из нас может быть фаталистом, а кто-то, наоборот, и не верит ни в судьбу, и ни в высшие силы. И высшим силам, надо сказать, тоже все равно, верим мы в них или нет. Есть то, что мы даже не можем предполагать, но тем не менее это влияет или оказывает влияние на составляющую нашей жизни. И, пожалуй, как раз февраль может сломать какой-то наш шаблон или стереотип. Какой-то алгоритм нам придется менять. Или заставить как раз рассмотреть то, что прежде мы не рассматривали, или нам было, может быть, мы думали, это не может такого быть, или никогда не произойдет. Но вот в реальности что-то происходит. И это, опять же, такие события могут быть за счет Урана, если мы говорим об астрологии, который находится в знаке зодиака Телец, но уже в феврале он в прямом движении. До этого было директное. И то, что где-то пробуксовывало. Здесь стремительно может начать развиваться вперед, или мы можем столкнуться и с обстоятельствами непреодолимой силы, когда нам нужно принять, опять же, какую-то реальность. И астрологически звездное расписание на всякий случай нам рекомендует пристегнуть ремни. Почему? Да потому что у некоторых из нас, пусть это не у всех, но кого-то коснется, так вот могут складываться жизненные ситуации, напоминающие слепой поворот. Когда мы вынуждены делать маневр, но мы не видим, что нас ждет впереди или что там будет за этим поворотом. У нас сегодня две колоды. Первая колода ангелов, ангелов-хранителей. Вторая колода, ее создала, мне она очень нравится, колода добра. Великолепная художник Колет Барон Рид. Это психолог и таролог с большим стажем. И карты подаются с позиции позитивной психологии. И если это будет необходимо, какая-то позиция первой колоды карт, мы как раз дополним второй, чтобы раскрыть тему более полно. Но мы сказали, ключевые события вашей жизни, первые вестники перемен. Вот давайте мы достанем три карты, как важные события в феврале месяце или какие-то ключевые моменты. Может быть, это как энергии, с которыми вы сталкиваетесь, или какая-то задача, тема требует решения. С чем это может быть связано? Итак, первая карта, первое ключевое событие, второе важное событие, ну или еще какое-то третье главное событие. Достанем карту неожиданности, которые всегда могут присутствовать в нашей жизни. Что вам придется адаптировать или организовывать в феврале? Какие двери возможностей перед вами откроются? Чему нужно уделить внимание, по мнению карт, как подсказка? От чего вы можете или отказаться сами, или вам придется это переформатировать, трансформировать во что-то иное. И достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Итак, давайте будем смотреть, что же за важные ключевые события. Все то, что касается, наверное, по Урану в знаке зодиака Телец. Это карта благополучия, так в целом, хотя это королева Земли. Для кого-то из вас может проигрываться человек конкретный, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Это Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. Может быть, и вы сами имеете асцендент. Кстати, люди могут не знать свой асцендент, потому что для этого требуется знать и время буквально рождения, и место рождения иногда, и этого тоже не знают. Но энергии эти именно про практика. Вот то, что в практике есть, это то, что я говорила где-то до карт. Та ситуация, которая сложилась, она вас подталкивает принять какое-то важное решение. Королева Земли– это та, которая из любой неразберихи, путаницы, хаоса умеет создать порядок. Вам придется какой-то порядок в своей жизни наводить. И есть еще такой момент. А, Для нее нет ничего невозможного. То есть энергетика человека, если мы говорим. И для вас эти энергии как ключевое событие вашей жизни.
Так вот, она умеет создать свое благополучие практически с нуля. Или она какую-то свою задумку, тему, хобби, ремесло умеет возвести в какую-то высшую октаву пилотажа и реализовать себя на практике. Поэтому для кого-то буквально ваше ремесло или ваша какая-то задумка, мечта, нам об этом будет говорить карта. Этому нужно уделить внимание и как раз это реализовать на практике. Для кого-то из вас это может быть ваша профессия, которую тоже нужно как бы трансформировать, может быть, подумать о построении карьеры или заняться изучением чего-либо. Но, знаете, вам нужно заниматься именно тем, что вам нравится. И это, с одной стороны, карта будет подсказывать, вам будет приносить доход, и вы это сумеете реализовать в практической жизни очень хорошо, красиво, когда, в принципе, благополучие может к вам прийти, если прежде какой-то был длительный минусовый период. Здесь оттолкнуться от того, что нравится одновременно, и то, что у вас получается хорошо. Но для кого-то из вас это может быть решение вопросов по части личной жизни. Вот такое тоже могу предположить. Хоть и выпала королева, к примеру, для мужчин это может быть ваша супруга или партнер, может быть, вы вместе проживаете. Для вас, мои дорогие девочки, женщины, это может проиграться как ваши энергии, касаемые вашей семьи, детей, дома. Давайте откроем второе важное событие. Правда, дом, семья, партнерские отношения отнюдь не на последнем месте. У вас выпадает десятка воды, это десятка кубков. И конкретно любовь, семья и радость. Вот так. Ключевое событие в вашей жизни. Добрые энергии в целом на февраль месяц. Может быть, при поддержке ваших близких. Или когда у вас дома все хорошо, или как-то слажено. Или вы наводите какой-то порядок, может быть, именно в том месте, где вы проживаете. Или вы себе намечаете, может быть, даже переезд. Первая карта будет говорить, да нет ничего невозможного. Но перевести свою мечту, желание, намерение, цель в более практическую плоскость, это тогда будет означать для вас сильную позицию. Знаете, вас просто могут ваши близкие как бы поддерживать в ваших начинаниях, и это тоже могу предположить. А у кого-то из вас решится вопрос, может быть, по части вашего статуса, и вы переведете или заговорите об этом, чтобы перевести ваши отношения, если прежде была дружба, или вы встречались, или жили вместе, то здесь вы как раз можете задуматься о том, чтобы оформить юридически ваши отношения. Но очень добрые практические, хоть и энергии, но и по десятке-то кубков к нам всегда приходит радость. Что-то действительно вас будет радовать, мои дорогие весы. Или получится осуществить какой-то вопрос. Но не все, наверное, так просто. Двойка Земли. Согласовывать, организовывать придется как себя самого, так и где-то держать баланс буквально. В этой колоде карт это и есть баланс. Это по вашей части отлично проигрывается. Вы как раз великие дипломаты, имеется в виду, может быть, эмоциональный баланс придется держать. Может быть, вам что-то и не будет нравиться. Но вот, видимо, вот эта цель, обратите внимание, очень хорошо художник изобразила именно энергетику этой карты. Девочка идет по тоненькой жердочке. Она идет к бабочке. Бабочка – это пусть то, что мы назовем на сегодняшний день эфемерным, или то, что мы хотим осуществить. Назовите это мечтой или очень важной целью, к которой вы стремитесь. Да, еще осталось пройти какие-то шаги. И нам показана девочка, то есть ребенок. Вы словно в самом начале, вы можете думать, что вы подводите итоги. Да, здесь какой-то итог тоже будет. Но здесь карта двойка Земли, она больше говорит о какой-то перспективе, когда прежние ваши усилия будут окупаться сторицей, или вы чем-то занимались, вы имеете какой-то опыт, но предстоит пройти еще какой-то путь, и в этом пути этот баланс совершенно необходим. Переложите эту карту, потому что это именно третье важное какое-то ключевое событие, когда вы должны на последующий период не поставить для себя какого-то табу
или не отказаться от какого-то вашего желания, намерения, цели или мечты. Я это вижу так. Но соглашаться или какие-то соглашения, может быть, принимать документально, подписывать что-то вам придется. Потому что не будет все на 100%. Об этом ведь тоже говорит карта. Но ты должен идти вперед, удерживая этот самый баланс неожиданности. Ну, отчасти можно сказать, что это правда, баланс будет, потому что по 20-му старшему аркану это страшный суд. Суд совершенно не страшный, и это карта, по сути дела, возрождения. Это наши желания сбываются, но в каком-то другом формате. В неожиданностях что-то может завершаться в феврале месяце. Или то, к чему вы прикладывали прежде усилия, вы тоже будете переформатировать. Ведь 20-й старший аркан нам всегда говорит о том, что оставь прошлое в прошлом. Может быть, и есть по поводу чего-либо или кого-либо сожаления. С одной стороны, открываются совершенно новые перспективы. Но и от нас это требует совершенно другой энергетики. И поэтому этот старший аркан, что это по неожиданностям. Здесь карты, я так вижу, вам хотят сказать, мои дорогие весы, завершается то, что должно быть закончено. То, что не имеет смысла, то, что не служит прогрессом в вашей жизни или каким-то продолжением. С чем это связано или какой совет? По семерке воздуха мы должны действительно договориться. Есть какой-то объективизм, и эта карта, тем не менее, независимости, жить по своим правилам и не удовлетворять чьи-либо ожидания. Дипломатия от начала до конца. Может быть, что-то нам будет и не нравиться, но, видимо, всему свой срок. И чему-то, или, может быть, каким-то у кого-то отношениям всему свой срок. Если мы сказали, отношения могут подходить к финалу, или вы как будто прозреете, что-то вы будете продолжать, а кто-то будет, я вот вижу, переводить отношения на новый уровень. Но, может быть, не все вам нравится. Вот это да. И все же карта нам говорит о том, что договариваться придется. По двойке огня это могут быть как ваши творческие планы, также не обязательно это будет касаться отношений. Это рост ваших амбиций. Не случайно нам жираф показан. И вот эти амбиции, чтобы реализовать, опять же, тоже баланса будут требовать, видимо. С чем это еще может быть связано? Но это переход между прошлым и будущим. Ну а карта мага – это от начала до конца баланс. Потому что все стихии в ваших руках. Это практик. И мы с этого начали наш расклад. Вам переложить нужно как свои намерения и цели в правильную позицию. Правильно провести рокировку того, что вы на самом деле хотели, и то, что на самом деле осуществимо. Здесь не замечтаться быть честным с самим собой. И где-то по 20-му старшему аркану, у вас еще один старший аркан мага, здесь будет для вас, мои дорогие весы, очень важно не продолжать то, что пытается завершиться или словно оттолкнуться, уйти в прошлое, а продолжать только то, что перспективно. Не притягивать себе или в свою жизнь, или не пытаться пробовать то, что уже какой-то период пробуксовывало. Тут для вас важно идти вперед. Давайте мы откроем следующую карту. Что же вы будете организовывать или адаптировать? И вот же опять семерка мечей или воздуха, но в этой колоде карт немножко другая энергетика. Адаптировать, может быть, придется себя. Может быть, и какие-то отношения. Вот, кстати, да. Я бы сказала, практика, опять же, критерий истины от начала до конца на весь февраль. И нам показаны двое. Дети. Девочка, свернувшись калачиком, спит на скамеечке, так одиноко. Но она как маленькая, хоть и маленькая, но она как воин. Недаром меч без ножен она приготовила на всякий случай. А мальчик по какой-то причине у него 5 яблок, а у девочки в корзинке только 2. И нам карта хочет передать, что да, явно присутствовал какой-то обман. Мальчик поступил не очень красиво. Он предпочел дружбе именно материализм какой-то. Вот эти 5 яблок обладать. Видимо, был такой момент. Он неправильно, нечестно что-то поделил. И закончилось это тем, что девочка отвернулась от него.
и дружба прекратилась. И вот эта карта будет говорить у каждого здесь по-своему. Для кого-то это вы можете быть в любой роли из изображенных персонажей. Вы можете быть и в роли девочки, которая не хочет больше продолжения отношений, потому что не верит. Вы можете быть и в роли мальчика, когда вы принимаете свои собственные ошибки и понимаете, опять же, искренне собой, вот этот высший суд будет говорить о том, что быть честным самим собой. И здесь вы понимаете, не ищите каких-то оправданий, а вы самому себе или самой себе говорите, что да, вот в этой позиции я был не права или не прав. Здесь можно что-то исправить. Нам, конечно, с точкой карты это не говорит, но ангел присутствует на этой карте. И все будет зависеть от того, насколько готов оппонент или конкретный человек в вашу сторону обернуться, или чего касался вопрос, по которому произошло недопонимание. У кого-то это будет принципиально важная позиция, когда это не может быть изменено, но для кого-то карта будет говорить о том, что как раз изменить можно и нужно. Переложите. Для кого-то это могут быть важные контакты или с важным человеком, вот, у кого-то по части семьи, какой-то прежней истории. Такое тоже могу допустить. Когда переформатировать отношения вы ведь тоже сможете. Но для этого вам придется себя, начать с себя. Себя по-другому как-то транслировать. Быть готовому к тому, что вас не встретят с букетом буквально. Вам придется, может быть, о себе услышать какую-то правду, к примеру, и это вам может не нравиться. Пройти вот по этой тоненькой жердочке. Но я так вижу, какие-то согласования, договоренности вы можете совершить. По крайней мере, попробовать. Ну а для кого-то это будет поставлена точка именно с теми людьми, которые поступили с вами как-то некрасиво. И вы, тут мы говорим, если об адаптации, это вы ставите точку и организуете свою жизнь по-новому. Давайте мы с вами узнаем, какие двери возможностей для вас откроются. А здесь, я бы сказала, нет закрытых дверей. Здесь должна завершиться какая-то путаница вас самих. Девятка мечей или девятка воздуха – это всегда наши мысли, причем негативные мысли. Это карта, по сути, искаженной реальности. Мы можем думать или видеть что-то в одном свете, в одном формате, а реальность она совершенно другая. Для кого-то карта будет говорить, какие двери или возможности откроются. И напрямую будет говорить, если вас беспокоит инсомния, бессонница, это нужно устранить. Режим труда и отдыха – это как ваше все или основа ваших будущих побед. Если вы не наведете баланс, порядок в самом себе, в своей собственной жизни, вам будет сложно себя организовать на какие-то последующие свершения. Может быть, эта карта будет говорить, если мы про бессонницу. Действительно, сон нарушен, и нет нормального сна, значит, не будет восстановления физиологических потребностей человека, и тогда, если это связано с тем, к примеру, вы смотрите фильмы или слушаете какие-то передачи, или на ютубе смотрите новости, кто знает, тут каждый выкладывает свое что-то, ну, самые разные новости, да, всегда какая-то негативная информация перед сном, она не способствует тому, что мы благополучно уйдем в сон, да, или сон этот будет для нас как для здоровья. Поэтому, может быть, не смотреть, а как раз добавить себе более приятных каких-то эмоций, заняться хобби, творчеством или прогулку какую-то совершить. Ну, иными словами, бороться с этой бессонницей. Для кого же бессонница иногда это один из симптомов заболеваний самых разных. Поэтому, если это мы будем говорить, как, может быть, как подсказка, да, какие-то более серьезные проблемы, тогда имеет смысл обратиться к врачу или к специалисту какому-то, чтобы с этим недугом тоже что-то делать. Но организовать себя это точно нужно по-другому, иначе вы упустите, по сути дела, возможности. Здесь нет закрытых дверей. Тут вы сами можете что-то закрыть, потому что искаженная реальность.
Давайте мы достанем, откроем точнее следующую карту, чему нужно уделить внимание. А вот конкретно десятка мечей, десятка воздуха, сам ангел вам говорит, время идет, оно уже пошло. И это когда мы в прошлое закрываем дверь. И даже если кто-то конкретно в феврале будет пробовать, допустим, примириться, да, и, к примеру, это не получится, тогда, ну, наверное, не стоит больше искать груши на вербе. Тогда нужно подвести этот итог. И прошлое само пытается оттолкнуться. Правда, баланс, он ведь о чем нам говорит, если мы рассматривали именно баланс? Это когда на одну чашу весов мы положили, допустим, что-то одно, и в таком же эквиваленте присутствует на другой чаше весов. Не должно быть перевеса какого-то. И если вот этот перевес присутствует, значит, нужно, может быть, что-то завершить и освободиться. Видимо, для вас это будет важно, этому нужно уделить внимание. Это где-то девятка, десятка. Вы как только устраните для себя вот это искаженное ваше восприятие или организуете свою жизнь по-новому, то тогда все встает на свои места. И будущее начинается с какой-то правильной ноги. Какой-то вопрос или решение лежит в вас самих, мои дорогие весы. Давайте посмотрим, от чего вы можете отказаться или что вам придется несколько видоизменить. Конечно, по королю кубков это ваша личная жизнь. Может быть, в целом вопросы семьи. Может быть, вы будете увязывать вопросы организации вашего быта и организации вашей работы. Здесь, опять же, не должно быть перевеса. Но всегда нам по этой карте говорят, что есть человек, который откликнется в отношении вас. Есть человек, который приходит к нам на помощь. Есть те люди или как минимум один человек, который вам сочувствует или желает вам добра. И мы можем где-то на это опереться, даже если нам приходится удерживать какое-то время баланс. Но, значит, у вас это получится, мои дорогие. Поэтому отказаться вы, конечно, можете, как и по части прежних отношений, если мы говорим, да, и я уже не буду повторяться, я много об этом сказала, но для кого-то из вас, даже если вы завершаете какую-то историю личной жизни, поверьте, это, наверное, как в природе, так и в нашем организме не бывает пустот. Очень важная подсказка. И если мы снова и снова притягиваем что-то из прошлого и пытаемся заново обновить, повторить, а отклика, опять же, с противоположной стороны нет, нет взаимообмена, нет этого самого баланса, то это и не происходит. Мы только затягиваем время. Мы самих себя в какую-то путаницу вот ввергаем. И если вы подведете какой-то итог тому, что не может быть продолжено, и действительно скажете прошлому спасибо, что ты было, и освободите место, тогда карта будет говорить о том, что новое что-то будет уже практически на пороге. Оно не заставит себя долго ждать. Примите этот тонкий нюанс к сведению. Карта совета. Для вас вообще важны люди или пусть это будет один человек, который, пусть он мыслит по-другому, пусть, ну, какие-то есть особенности характера. Но самое главное, наверное, как наше счастье, это когда нас понимают, это первое. И пусть мы даже совершенно разные, но мы смотрим в одном направлении. Вот такой конкретный вам совет. Партнерские отношения какие-то должны быть у вас построены, но построены на взаимопонимании, доверии и искренности, когда вы можете видеть одно направление, когда один дополняет другого. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.